Иногда бывают такие деньки, когда начинаешь ненавидеть свою работу. Больше не радует. И возникает идея, что, черт побери, возможно, пришло время сменить, в конце концов, работу. Если вам приходят в голову такие идеи, это совсем не означает, что надо сразу же бежать к вашему руководителю с заявлением на увольнение и оговаривать, как вы, собственно говоря, будете уходить. И я в этом видео расскажу вам про 5 причин, 5 ситуаций, которые говорят о том, что даже если вы себя чувствуете в данный момент не очень, то увольняться все еще рано. Ну и ситуация первая. Вы устали. Да, такое бывает у всех. У меня такое бывает. Тяжелая неделя, тяжелый месяц, конец года, когда нужно успеть все это изнуряет. Особенно если это как-то связано с тем, что и сотрудников не хватает, кто-то ушел в отпуск, кого-то компания потеряла, приходится работать за двоих и так далее. И если это продолжается некоторое время, в голову приходит идея, может быть, пора с этим закончить, может быть, пора сменить работу. Понятно, что вы действительно, если это продолжается долго, вы рискуете выгореть и окончательно потерять интерес к работе, но попробуйте взять отпуск, попробуйте взять несколько выходных, отдохнуть хорошо, провести время с семьей, отвлечься. Ну, а после этого отпуска попробуйте прислушаться к себе. Вам хочется вернуться к вашей работе или нет? Если вам даже после отпуска эта идея чужда, вам не хочется возвращаться, даже после того, как вы хорошо отдохнули и так далее, наверное, в этом случае вам стоит задуматься о смене работы. Но если вы почувствовали желание продолжить, и вы начали скучать по своей работе, то это просто усталость, и все. Нужно отдохнуть, и это пройдет. Вторая ситуация это когда, знаете, хочется большего. И это нормально. У нас у всех есть цели, идеалы, но при этом у нас нет какого-то четкого плана. Я сталкивался с этим в жизни, в работе, потому что у меня в компании много очень классных, талантливых ребят. И я помню одного из очень талантливых ребят, который проработал в компании пару лет, толковый, хорошо знает бизнес-инструменты, он был хорошим членом команды. И в какой-то момент он пришел и говорит: Александр, я хочу уволиться. Я говорю: окей, а что? Он говорит: у меня есть цель, я хочу стать предпринимателем, я хочу стать миллиардером, у меня есть идея, как это сделать. И, в общем, я считаю, что я буду терять время, если буду работать в вашей компании, и я лучше пойду и собственно, стану миллиардером. И я им сказал: окей, я уважаю эту идею, я уважаю эту цель, и так как мы работаем с предпринимателем на протяжении многих и многих лет, безусловно, если одним предпринимателем станет больше, я буду только счастлив. Но расскажи мне, какой у тебя план? Как именно ты хочешь стать миллиардером? Великолепный план, Уолтер. Просто, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. И вы знаете, то, что он мне рассказал, это было очень-очень далеко от реалистичного плана. Это была больше мечта, это было больше такое, знаете, намерение изменить свою жизнь, что очень здорово на самом деле, потому что в фундаменте любого достижения лежит мечта. Именно мечта, это эмоциональное состояние, оно подпитывает нас энергией, когда нам нужно преодолевать трудности, двигаясь по какому-то плану. Но, кстати, парень миллиардером не стал. Он создал очень небольшой и очень, скажем так, немасштабный бизнес. И, кстати, навряд ли он зарабатывает даже больше как предприниматель в этом маленьком бизнесе, чем был его заработок в компании. И когда я смотрю на это, я понимаю одну такую вещь, что нужно обязательно идти за своей мечтой. Это важно, потому что, в конце концов, если ты это не делаешь, то придет время, станешь стареньким, оглянешься назад и подумаешь: черт побери, а я ведь мог. Я даже не попробовал. Да, я считаю, что это нужно. Но если у тебя есть такая мечта, но у тебя нет точного плана, понятного, достаточно твердого плана, хотя бы в общих чертах, с какими-то понятными шагами, то, скорее всего, то, что, знаете, по опыту, то, что не складывается на бумаге, обычно не складывается в жизнь. Поэтому я бы рекомендовал в этом случае не торопиться с увольнением. Я бы рекомендовал в этом случае собрать больше данных, подумать, посмотреть, продумать план.
и бросаться в эту пучину предпринимательства, прекрасную, потрясающую, веселую пучину, только тогда, когда будет план. А если такого плана нет, но есть просто, знаете, такой импульс, эмоции и желания, я бы рекомендовал продолжить работать и в свободное от работы время прорабатывать свою идею для того, чтобы дойти до плана. Третья ситуация, она связана с тем, что у бизнесов бывают трудные времена. Все шло нормально, компания работала нормально, зарплату платили вовремя, перегрузки особой не было, клиенты были довольны, и наступает какой-то бадабум. Обычно, когда наступают трудные времена, то и зарплаты никто не поднимает, в лучшем случае, а то и премии урезают, и работать приходится больше, и нервное напряжение, и требовательность друг к другу в команде растет. То есть работать приходится реально больше. И, конечно, в этот момент вполне естественно, что часто мы задумываемся о том, что имеет ли это смысл. Может быть, мне нужно уволиться и уйти и так далее. Но я бы не рекомендовал торопиться, потому что если трудные времена приходят, то обычно они приходят в целой индустрии. И в конце концов, пытаясь как бы спрыгнуть с этого корабля и перескочить на какой-то другой, скорее всего, это будет не очень удачная попытка. То есть, если это временное явление, то действительно имеет смысл постараться помочь компании эту временную ситуацию преодолеть. Но бывает такое, при этом я прекрасно отдаю себе отчет, что бывают компании, у которых все время трудные времена. Что я пропустил? Лагерь был в 2 раза больше. Отчаянные времена, всем не сладко. И в данном случае, в данной ситуации, трудные времена – это всего лишь оправдание для некомпетентных предпринимателей, руководителей, для того, чтобы оправдывать собственные ошибки. Ошибки разные. Понимаете, в бизнесе есть много инструментов, начиная с такого инструмента, как бизнес-модель, и если она выбрана неудачно, она продумана недостаточно хорошо, то эта компания будет страдать просто бесконечно. Причем, если она хорошо организована и там работают хорошие люди, то они будут страдать дольше, потому что она не разорится, она будет выезжать за счет этого. Бывают ошибки, связанные с управлением, с распределением ролей. Бывают ошибки, связанные с тем, что предприниматель не видит вообще, где узкое место в бизнес-процессах компании. То есть что-то важное функционально в компании отсутствует, и поэтому она не может расти и развиваться. И поэтому у нее все время трудные времена. В общем, если владелец и руководители некомпетентны и оправдывают просто, собственно, неработающую модель бизнеса трудными временами, тогда, конечно, из этой компании стоит бежать, потому что в такой компании хорошие времена никогда не наступят. Ну, а если говорить о помощи такой компании, то я бы, конечно, такому владельцу рекомендовал разобраться с инструментами управления, с инструментами бизнеса. Я об этом рассказываю подробно на своем мастер-классе, как усилить команду, укрепить фундамент бизнеса и выйти на новый уровень. И когда обычно владельцы изучает это и применяет, внедряет эти инструменты в бизнесе, то бизнес становится устойчивым, и сотрудники перестают сомневаться в нем и посматривать на него. Это точно, здесь точно можно выжить, здесь точно можно сделать карьеру и так далее. Да, если вот вы хотите узнать об этих инструментах, ссылка на регистрацию на этот мастер-класс в описании к этому видео. А четвертая ситуация, она связана с эмоциями, с коммуникацией с коллегами. Бывает такое, и в работе любого человека такое бывает, когда возникают просто какие-то эмоциональные ситуации, какие-то ссоры, какие-то недопонимания. Все это связано с некачественной коммуникацией. Знаете, кто-то кем-то недоволен, и он не разбирает этот момент в конструктивной какой-то манере, а все это переходит на эмоции, на личности и так далее. Со временем такие вещи накапливаются, как снежный ком, и у человека, который находится в такой команде, возникает ощущение, что это просто нездоровая, эмоционально нездоровая среда, что ему просто эмоционально тяжело находиться среди этих людей. Обычно мне не бывает хорошо рядом с кем бы то ни было. И мне тоже. Если вы начали чувствовать какие-то признаки того, что это с вами происходит, мой вам совет. Поговорите с людьми. Поговорите с теми людьми, которые под вас копают, вас раздражают, вас недооценивают, критично настроены по отношению к вам. Это магически работает. Я видел ситуации, когда один из руководителей просто из-за своего, скажем так, не очень хорошего воспитания, не очень хороших манер, он грубо общался со своим подчиненным.
И на моих глазах я это видел, как этот подчиненный в какой-то момент поговорил с руководителем. Он задал ему просто простой вопрос. Слушай, вот ты со мной общаешься в такой манере, а почему, собственно говоря? Объясни мне. То есть ты считаешь меня негодным сотрудником, некомпетентным, глупым? Или есть какая-то другая причина, возможно? То есть почему ты со мной так грубо общаешься? Потому что меня это расстраивает, и я нахожу такую манеру общения просто абсолютно неэкологичной, и уже, честно говоря, подумываю об увольнении. Но я решил с тобой поговорить, потому что я хочу в этом разобраться. И я видел, как в такой ситуации этот руководитель, он просто менялся в лице, и он задумывался. Ну, понимаете, плохие манеры, плохие привычки, они так работают. Человек их даже не замечает. Но когда кто-то ему на это указывает, он начинает думать, ну да, действительно, а зачем я это делаю? В общем-то, я умею разговаривать на другом языке и так далее. Поэтому, если вы чувствуете вот какой-то такой эмоциональный фон, из-за которого вам хочется уволиться, попробуйте поговорить с этими людьми, причем абсолютно прямо и открыто. А почему ты там высмеиваешь мою работу? А почему ты вот тут критично так отзываешься? И так далее. Объясни мне. То есть мы же как бы члены одной команды, одного коллектива. У нас есть какие-то правила, у нас есть какие-то деловые отношения. Почему ты таким образом общаешься? Возможно, вам удастся в этом разобраться, и вам удастся это уладить. И тогда вам не нужно будет убегать из этой токсичной для вас среды и искать себе какую-то отдушину в другом месте. И вы не потеряете все, что вы накопили с точки зрения опыта, позиции в компании и так далее. Следующая ситуация – это когда вы любите свою работу. Вы любите свою работу, но, естественно, у хорошего специалиста всегда есть много вариантов, много соблазнов. Всегда есть предложения от каких-то конкурирующих компаний, сторонних компаний. И часто предлагают и офис посимпатичнее, какие-то блага, и зарплату повыше, и, возможно, даже какой-то комфорт. Но здесь нужно понять одну вещь, что мы проводим на работе очень много времени. Треть нашей жизни мы проводим на работе. Причем, наверное, самую продуктивную треть. И качество того, как мы живем, и качество нашей жизни очень сильно зависит от того, насколько нам нравится то, что мы делаем. Ну, согласитесь, потратить треть жизни, просто загоняя себя на какую-то работу, да, где хорошо, прикольно и платят неплохо, но это не то, что я люблю, это довольно странная идея. Поэтому я все-таки сторонник такой идеи, что надо заниматься тем, что тебе нравится, тем, что ты любишь. Второе, на втором месте, наверное, это хороший коллектив, хорошо организованный, с хорошими позитивными отношениями, где люди уважают друг друга. Это тоже важнейшая составляющая. Третье, конечно, надо, чтобы зарплата не была там ниже рыночной, чтобы зарплата была на каком-то уровне. Ну и так далее. Я просто говорю о том, что когда мы оцениваем, насколько хороша наша работа, наше рабочее место, позиция, которую мы занимаем, нужно принимать во внимание все эти три фактора. Ну, потому что, да, скорее всего, всегда можно найти место, где тебе заплатят там на 20% больше. Это правда. Но если при этом ты будешь заниматься нелюбимым делом, если при этом ты будешь работать в коллективе, который тебе не близок по своим ценностям, навряд ли твою жизнь можно будет назвать успешной и счастливой. Скорее всего, нет. Поэтому, прежде чем соглашаться на какие-то соблазнительные предложения или гоняться за ними, я бы взвесил все компоненты, все составляющие за и против, и только после этого принимал решение, потому что качество жизни, то, как мы себя в жизни ощущаем, имеет огромное значение. Гораздо большее значение, чем небольшая прибавка к зарплате.